канун Нового года все работяги замерли перед своими мониторами, все потому, что началась стримхата Дреда. Новогодняя стримхата Дреда началась, Маша. Андрей, ну рассказывай, что у тебя здесь, в этом новом доме? Это другой дом? Здесь у нас, как ты можешь видеть, ботинки, кроссовки. Вот мы приходим. Вот. Прихожая. И сразу же слева комната, где будет проходить все мероприятие. Стримхата новогодняя, должно быть классно все. Много именно новогодней движи. Елочку наряжать будем, тайного Санту зарядим. И не вот этого Александра нашего, а движуху с подарками стримерам друг другу. В общем, все прям будет сделано так, чтобы мы красиво, новогодне, лампово завершили год. 6 компьютеров. У нас сидят здесь, значит, соответственно, наши техники. У нас стоит здесь наша елка. Вот, сейчас у нас утро первого дня, мы уже начинаем подготавливаться. А это Ярослав был. Ярослав. Это на Twitch пойдет? Нет, это на YouTube. Что такое Twitch? О, YouTube! YouTube это нормальное место, YouTube. Вот получше всяких там. Вот так. Я это не вставляю, у нас Twitch спонсор. Можно я так сделаю? Да, конечно. Так будет красивее. А я, знаете, я ведь за красоту. 23 минуты назад появился, вот уже скоро 24 минуты, как здесь. Продолжайте, Андрей. Вот, ну что, у нас здесь, значит, смотри, стоит елочка PlayStation, которую мы тоже будем, наверное, поигрывать. Вот, соответственно, компьютер. Соответственно, сетап у нас примерно выглядит так, ребят. Честно, я не знаю, что внутри железа. Вот у нас монитор, значит, клавиатура, мышка, человек, соответственно. Мальчик входит в комплект. Да. Расскажите про мальчика Он будет, немножечко. Непосредственно еще на самой стримхате. Это Ну хуй знает. Android, соответственно, новые новейшие разработки. Это не человек, это робот. Вот. Потому что Игорь, настоящий Nexus, тот еще вот, он все никак не может приехать к нам, поэтому мы решили разработать такую вот копию. Я понял то, что это уебка сброд из стримхата. То, что ни хрена половины игр не будет веселых, что люди хотели. Будет дота, будет полное дерьмо. Но все-таки смогли собраться и вроде как все должно быть норм. Пойдем посмотрим кальянную, кабинет. Пойдем посмотрим кальянную кабинет мой. Так, тут всем уже знакомый Максим есть. Да, Максим это самый главный человек на стримхате, без которого ничего бы не случилось. Макс, ты делаешь? Я уже все делаю. Как вы понимаете, Макс начинает работать раньше всех и заканчивает работать позже всех. Самый важный человек. в этот раз мы пошли дальше, у человека организовано свое непосредственно место, у нас здесь есть отдельная комната. Да, все верно. Переговорочная, это переговорочная. Вот, значит, на эту стримкату затарились мерчом. Ну, как затарились? В общем, я скажу по секрету, есть сайт 1tab.ru через единичку, соответственно, на котором можно купить вот такой вот мерч, вот такой вот, и не только мерч Dreads TV, также там будут другие стримеры, у нас уже есть Альберт G-Spot, есть Мистер Факер, и это будет, список будет расширяться, также Ярослав Кузнецов скоро присоединится, дизайнеры работают, сайт развивается, поэтому заходите, будьте в курсе самого нового свежего мерча. Это не реклама. Нет. Нисколько. Вот. Все, здесь все. Да, Дальше. здесь у нас столовая, здесь у нас Смотрите, когда-нибудь видели не настоящий бургер? Это подделка. Смотрите. О! Там омлетик, чего? Ты, блядь, не настоящий бургер. Ну, тогда и назовите его омлеургер. Ну какая же новогодняя хата без Санты? И вот я здесь. Ну что сказать, дом вышка. Здесь есть тренажерный зал, сауна, кальянная. И поэтому это просто випейший дом. Просто випейший. Так, хорошо, наверху у нас спалищные. По спалищным мы пройдем мимо попозже. Да, ну никто не собирается подниматься по лестнице, это слишком сложно. Поэтому мы наберемся сил и обязательно сделаем это чуть позже. Коротко, что сейчас будем делать? Сейчас будем начинать, ну, во-первых, сейчас будем курить кальян, потом будем начинать стрим. Начнем его с небольшого вступления, представления игроков, наряжания елки и дот. И тайного Санты. Да? Ну да. Да, поехали.
стримхата как-никак. Не, говорю, я очень люблю это слово говорить. Хватит его называть, хватит меня провоцировать. Скажу на стримхате и сразу Санта сказал, Санта сказал. Он просто забанит за секунду. Да. Да, про есть, значит, такое слово. Раньше оно, можно было просто так, вот сюда. Это было нормально, это как... это литературное слово, в словаре Даля даже есть вот... кто такой тот, кто пикает минера в пабе. Вот. Короче, оказывается, на Твиче нельзя говорить это слово. Представляете? И вам могут там страйк, бан, банан дать, все дела. И вот мы собрали консилиум, пытаемся как решить эту проблему, но не выходит. А что Санта, проговори сразу. Ты просто придумай вместо другое слово какое-нибудь. Петушок? Ну, как минимум. Да, петушок можно говорить. Конечно. А если против нас скаймак? Ну, Как мило в смысле, называть? петушок ты можешь говорить, это русское слово. Я Можно не говорить знаю. Игорь. Типа, Игорь. Так уж Олег. Начало такое. Ролик. Наш с участниками. Потом Андрей. Андрей, ты готов? Готов спать? Это тоже готов. Убирайте расписание, поставьте обычно. Мы пускаем ролик открывашку, вот где вы просто поворачиваетесь. Не будешь сразу обращаться, после него зайдем на стрим. Вы там повернулись, все разъебались с этой фигни. Все, вы здесь делаете, что хотите. Ты обращаешься, приветствуешь всех, и вы начинаете наряжать елку. Пожалуйста, блядь, когда Митяй заходит с бутылками, никаких, блядь, шуток. Давайте сядем, блядь, или вот хорошо. Блядь, нет, нельзя, нет. Типа, я прям представляю, я захожу с бутылками, все такие. Бля, ну почему? Ну нельзя, блядь. Прикинь, ты бы так начал стрим, Андрей. Этот клип набрал бы миллиард Давай, просмотров. еще разочек. Андрей, это знаешь как? Ты сейчас должен понять. Это как в дотке на крипах набить без критов удары, чтобы когда включится камера, навесить на него. Это невозможно. Это, кстати, не мои тапки еще. Вот в чем вопрос. Плохому танцору. Ну все, ребята, Тапки мешают. начинаем. Началось? Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад вас приветствовать на зимней стримхате, на новогодней стримхате. Наконец-то она началась. Мы, как, наверное, и вы, долго ее ждали. И вот смело можно сказать, да, товарищи, это началось. Начинаем, дорогие друзья. Кто у нас будет елку наряжать? Ты. Давай обзор. Марпл. Люблю Марпл. Больше Марпл. Марпл. Еще больше Марпл. Топ. Я села. Дайте мне больше Марпл. Надо ограничить количество. Ладно, посмотри. Это мама моя написала. Погодите, мне кажется, наряжать елку стоит, знаете как? Кто-то придумал, а давайте нарядим елку какими-нибудь прикольными штуками, типа на стриме, пообщаемся с чатом в этот момент. Ну, я говорю, ну да, давайте игрушками из дота. Все таки, а где их взять? А я говорю, а у меня есть. И вот и опять без меня, чтобы они делали. Это я привез, мое. Итак, наконец-то заготовлена шутка. А вот и лысый. После Мегафон Winter Clash заходит полный состав Нави в бар. Бармен весело им говорит, ну что, ребят, 5 по 50? Они говорят, не, давай 3 по 20. Какая шутка! Как команда называлась? Нави заходит в паб и говорят, нам 3 по 20. Им говорят, садитесь. Вот, по-моему, так как-то было. Ну как? Какие, блядь, садитесь? Ложитесь или что? Нагибаетесь? Я не знаю. Они к врачу, что ли, на прием пришли?
Садитесь, нагибайтесь. А Расскажи еще раз, расскажи мне шутку. Не, второй раз не смешно будет. Андрей предложил поиграть в доту, я не мог отказаться. Обожаю как бы в доту играть. И сказал, что бесплатно кормят. Хорошо поиграли. Я люблю играть в доту. Мы думали, что будет полное дерьмо, в принципе, но попались нам не самые сильные оппоненты, слава богу, и мы смогли отстоять честь банка. Тихо, инвокеры сюда. Надо прям меню. Инвокеры, живо. Блядь. Я покажу сейчас. Нам такая пизда. Что у них за пик вообще? Скаймага тогда. Возьми За спейшу. Блять, а наш пик, кстати, слева, да? Ладно. И это наш Да, пик слева, нормально, да. нормально, что ты кипишуешь? Я бы сейчас на аппарате Шаламид такой бы с ними сделал. Да ты бы отсосал хуяху, чел. Дебил, конечно, но молодец, Игорек. Нет, конечно. Нет, нормально, Игорь хорошо справляется. Он вначале много очень, скажем так, как это называется, достаточно проблемным был гостем. Вот, значит, спрашивал, уточнял, это все 50-е, заебывал, иными словами. Это, кажется, так называется. Вот. Но приехал и начал, мне кажется, делать дело хорошо очень. Игорь молодец. Только главное, чтобы это он не видел. Перерыв между дотой, кстати, мы отходим на кухню. Вот, мне это больше понравилось чуть-чуть. Что, пацаны, как прошел первый поток дотки? Хорошо, ну нормально. Все по плану. Ну работаем, значит. Играли в доту. Почему голодный можно зайти, когда он есть? У вас рис. Да, спасибо большое. Ну вот. Поиграли мы в доту, значит, с ребятами, проиграли. Вот, Зато сейчас... стабильно. 2 игры, 2 да, поражения. Да. Сейчас Стабильность дальше будем что? играть в доту. Признак мастерства. Вот, в доту потом играть. Открой просто. 150! Дай! О. Руна. Хорошо, что есть мерч от vantat.ru. Андрей, что с тобой не так? Мы только начали играть 3 часа назад, ты уже с ума сошел. Да ничего, у меня нормально все, я не знаю, что ты говоришь. Пацаны задолбали играть в доту, но очень круто это делали. В общем, у них был челлендж, они должны были дофидить до 5% на победу, и после этого начать камбэчить. Камбэкнули, выиграли, красавчики. Мы сейчас будем играть в ТТТ. Вообще, изначально в первый день я не думал, что у нас будет ТТТ, думал это оставить на потом, и то как-нибудь, скажем так, сюрпризом сделать для зрителей. Но кто-то в расписании написал уже и выложил ТТТ в этот день, поэтому пришлось его, соответственно, сегодня делать. Опять флешка был! Опять флешка! И он молчит. Я не знаю, он стрелял в меня! Короче, это НС или Санта, скорее всего? Или что? Да чё ты стрелял? Стопэ, Кекс, успокойся. Да я не могу Тихо! Да кто из них-то, блин? Что происходит? Да мне тут дуэль! Очень слабый. Ничего не было, что случилось. А кто был-то этим? Флешка. Я иду, Игорь, я иду, живи! Отвечаю. Господи, у меня... Как ты сзади оказался? Ага! Добро пожаловать в знание сила! Приступим сразу к делу и встретимся с нашими участниками. Они отправляются в пирамиду знаний. Я была чемпионом до тех пор, пока Кейк нахально и вероломно не вырвал победу у меня из лап. В последний момент. В последнюю секунду, потому что у меня все было залеплено говном, и Эйс Вентура он нажал раньше, чем я. В финале мне никто не засрал экран, и я угадал Эйс Вентуру. Он был первый. Я, кстати, не знаю, все ли догадывались, но там можно было просто тыкать все подряд. Знание силы нужно было Марпл убрать, потому что она не играла нечестно. Она знала все вопросы, она знала все ответы. Плюс она умеет петь и всегда отвечала очень правильно в музыкальных каких-то вопросах. Вот. Поэтому Марпл, конечно, сдала. Так она проиграла. Блядь. Да просто надо было убрать и все. Что. Ну, было страшно, что не покормят, когда я увидел лицо Марпл. Ну, вроде она сказала, что еще раз отыграется как-нибудь. Короче, на этом первый день стримхаты подходит к концу, потому что время уже етить, колотить, час ночи. И мы сейчас пойдем. Блин, я такой убитый, время 2 часа ночи. Смотрите, 12 завтра йога.
или зарядка, а потом йога. Очень жду. Поэтому как только проснусь, часа в 2 сразу же к ребятам. Уехал Митяй. Уезжают Марплы. Ярик говорит, что он не участвует. По-моему, я что-то не знаю. Я понял, вы просто не хотите видеть, как йогой занимается Санта, да. Асан, собака, вот это вот от Санта. Кстати, у меня дела, ребята, я тоже должен завтра отъехать. О, боже. Ну что, добрый день, друзья! Сегодняшний день мы начинаем с легкой такой зарядочки после вчерашних посиделок. Короче, Nexus, в тот момент, когда он поднял этот блин и начал его держать на 2 пальцах, я просто подумал о том, как он может держать другие вещи такими же пальцами и настолько же большие. Соскальзывает рука. Дред, ты потеешь? Дред! Давайте, ребята, давайте. Вы сможете. Ну, в дотку-то сможем играть после этого? Я не знаю, но это уже челлендж пошел. Кто первый, тот реально лох. Зарядочка в спортзале. Обожаю зарядку, да. Вот. Научили Санту приседать. Мне понравилось. Вот Андрюшка толчок. Вот я пришел после дотки тяжелой. Ну куда ты в штанах-то прям? Я так и знал, что он стучит. Нет, ты же не садишься на носочках на толчок. Да, аппарат, почему нет? На прямой ноге. Там в коллективе Андрей изображал унитаз, Санта на него садился. Возможно, теперь он будет просто у нас в комнате. Хотя ладно, неважно. Вот, и жопку назад. Вот. Блять, а глаза-то как? Давай. Там, держи. Молодец. И еще разок. Давай еще. Юлечка у нас сегодня еще поставила раком полстримхаты на зарядке. Получила власть и все, поза медведя. Сейчас не планку ставим, это называется поза медведя, когда мы просто на 1 сантиметр отрываем колени от пола. И делаем вот так. 4 парня подряд раком. Половину из них я не знаю, что добавляет некого, знаете... Смотрите, вот вы сейчас стоите раком. Ваша задача сейчас, не двигая тазом туда-сюда, вот так вот. Боже мой, сердечко мое практически остановилось. Потом йога. Корпус у нас находится четко над тазом. Если вы вперед, то вы в будущем. Если вы чуть-чуть позади, то вы в прошлом. Давайте находиться здесь сейчас. До будущего можно дотянуть. Дыхание свободное, дышим животом. Взгляд можно пустить вверх между ладоней. Держимся. Кстати, поза ярости. Поза отчаяния. Достаточно, скажем так, как бы это сказать, интересный опыт. Началась йога, точнее до ее начала. Я спросил, а вообще потная будет тема или такое что-то лайтовое? Мне сказали, да, лайтовое что-нибудь там, подтянешься туда-сюда, все будет окей. В итоге в один момент я делаю какое-то упражнение напротив Юли. Смотрю на нее, она смотрит на меня, с меня падает просто ручей вот такой пота. Я понимаю то, что это полный пиздец. Я буду сейчас... У меня больше шмоток нет на замену. Я буду сидеть в этом дерьме, играть в доту. Это шок. Nexus сделал все просто невероятно плохо. Я повторял полностью за ним, потому что когда повторяешь за человеком, который плохо, и одновременно настолько насыщен потом, который он вообще никогда не выпускает из себя, потому что он жесткий чувак, то ты, соответственно, потеешь вместе с ним. Колено 90 градусов ровно. Колено над пяткой. Еще вперед стопу. Стопу еще вперед переднюю. Вот. Ну, вообще йога показалась мне достаточно лайтовой. Я поднимал руки иногда. Вот. Дышал. Все, как тренер говорил. Так, держись. Надо бы страховать Андрея, да, чтобы он сломал брюхо. Тихо, держимся. Держу, стоп. Да, потом играли в ЛС. Супергерой. Человек. Мы там тупили, страдали полной хуйней. Нихуя не могли угадать, я особенно тупил. Все равно было нормально. По улице ходит, но не кошка. Но она какая? Вот она. Ну, с Игорем тяжело, конечно, да. Мне бы Санту в напарнике. Ты снял себе девочку неправильного поведения. Так. Она делает что с тобой? Шлюз.
Она все хорошо делает. Сант очень классный, Сант топовый. Вот, нас раздолбали, конечно, всего лишь в 1 очко, причем мы отступили, да, то есть мы могли бы, в принципе, сделать все возможное, чтобы победить. Приехала Вова, Нун из Virtus.pro. Тут хорошая компания, весело и плюс колен. А вы выиграли? Кто выиграл вообще? Выиграли Virtus.pro. Да ладно, вы выиграли? У меня родилось раз, два и еще одни одинаковые дети. Вот их не 2, а больше Близнецы? на 1. Я не знаю. Ну, не 2, на 1 больше, это сколько? Мы с Машей играли в команде Велес, и было очень весело. Мы выиграли. Короче, сегодня был пиздатый день. Неужели этот волосатый старый алкаш опять в дерьмо? Иначе я не знаю, какого он не на юге, а потом опять орать будет, что дом ему снесли. Когда НС хотел разнести по пьяни стримхату, его обманули, и он разнес свой дом в Майнкрафте, а сегодня не помнит. Дебошир, блядь. Смотри, я буду красивым, самым красивым. Вот так. Нормально? Нормально так? Звук, чекай. Сегодня я как бы провел всю стримхату, ничего не делая на самом деле. Реально день просто чила у меня был, потому что я пропустил зарядку, пропустил йогу, пропустил Элиас. Это немного не по мне просто. Ну, я не люблю. Но я буду дальше делать. Да он заебал, блядь. Ну, честно. Все идут готовить что-то, Ярослав сидит гамает, потом приходит, жрет и выебывается. Все идут прыгать на батутах, Ярослав сидит в Майнкрафте. В прошлый раз это, конечно, было оправдано. В этот раз, ну, не знаю, что он там, блядь, должен построить, чтобы все так же кайфанули, как в тот раз. 3-й и 4-й день — это мои дни. Мои, сучка. Что там? Там пиздец, за пикой, пиздец там. Такое начнется, я охуевший сижу. Добрый вечер, дорогие друзья. Я сейчас здесь нахожусь на веранде одного из ресторанов Москвы для того, чтобы рассказать вам, почему Марии Ермолиной не было во 2-м дне стримхаты. У нас было очень важное мероприятие. Мы нашим маленьким коллективом Virtus.pro собрались для того, чтобы проводить Старый год, поздравить Машу с миллионами просмотров на YouTube, суммарных пока, к сожалению, но мы верим, что будет и миллионный выпуск. Поэтому ее, собственно, не было здесь, потому что она была с нами, ведь когда-то ей нужно быть с Virtus.pro, а не со своим проектом и со своим бородатым мужем и со своим поросенком. С Новым годом! Кондуктор, нажми на тормоза. Твою мать. Вот этот НС опять бухой. Мы вначале целенаправленно начинаем безбожно фидить до того момента, когда винрейт, наш шансы на победу, начнут составлять 5%. И после этого наши уважаемые организаторы говорят нам: ребята, можно начинать ёбку. $3.52. Я не знаю, как они еще в доту раньше играли. 3.52. 0%. Винрейт. Не винрейт, а право на камбэк. Найс, ребята. Камбэк происходит с 5%. С 0% они затащили. С нуля. А сейчас где-то сотка уже, наверное. Четко. Легендарная победа. Итак, мы доказали, что 0% это много, ребят. Молодцы. Опять, еще больше. Опять гораздо больше. Давай, Петюня. Как игра? Феерично, замечательно, увлекательно, просто отлично. 5% сегодня ребят сыграли отлично. Играл Нун, но у соперников не было шанса. Там на плашке был жесткий камбэк. Все, ГГ, пожалуйста, получите, распишитесь. Ну, с Нучиком просто, конечно, просто нормально. Он говорит, он и делает, так что все четко. Ну, плюс в этот раз мы еще играли Captain's Mod, мы напикали героев, продумали все. Получилось хорошо, красиво. Ребята профессионалы с большим стажем, то есть мне нравится, что они меня говорят, где что купить, никогда не горят, а как по-отцовски учат. Если не кекс, эти 4 нуба, вот эти прошлые какие-то дотеры, если бы не кекс, они вообще вот, чистый дизейблер, жесткий, мощный. То, что надо. Кекс красавчик. Остальные так. Здравствуйте, урзмолины.
Привет, Женя, привет, Маша, привет, ребята. Доехал сегодня с утра. На самом деле мы сегодня очень большое дело сделали с супругой Инесса. Вот, для нашего общего Нового года. Как раз будем же вместе отмечать и сделали большие закупки. К нам приехал капитан. И не только сочный, но и сейчас увидите какой. Встречайте капитана! Он вроде потом придет. Да? Нет, как это потом? Я подожди, это прям сразу так отдаешь мне слово. Капитан? Мое почтение, ребята. 10 из 10, капитан. Отлично. Строили сегодня корабли, на которых в теории должны были куда-то плыть, наверное, но не поплыли, просто они остались стоять. Я взял все в команду лучших людей. Нет, ну все лучшие, но всех нельзя взять на самом деле. Поэтому я взял Ксюшу, я взял Смайла и взял Санту. У нас там было правило, нельзя бить друг друга и материться. Ну, я поборолся с капитаном Морганом на вантузах. Смотри, как весело мальчику зато, давай. Видите, ребята, это я вам помогаю. У них одного бойца меньше, я за справедливость. Санту чисто по рофле взял. Смайл уехал, и в итоге я взял Жеку вместо Смайла, потому что освободился слот. Да, вот этот палец. Давайте сначала сделаем каркас, который не будет разваливаться в первую очередь. Жека оказался большим молодцом во всем. Корабль у нас получился крепкий. Будем вас в этом корабле пускать. Вы готовы? Милая, по кругу. Давай будем уже на «ты». Но вы Я заберу тебя на свой корабль, увезу тебя. На самом деле, наши соперники тоже красавцы, у них тоже крутой корабль был, но нас Ксюша просто в соло завезла нам, выпилив красивую женщину с голой грудью, да, и капитан, как бы, ну, она захватила его сердце. Так, это русалка с 3-м размером, которая не позволит этому кораблю утонуть никогда, ни при каких обстоятельствах, ни в какой шторм. Ты вот так прям вот самонадеянно уверена в этом? Да. И она болеет за ВП. Это важно. Это здесь? пасхалка, да? Да. Детство. Но это была такая шутка про силиконовую грудь, ну, поэтому корабль непотопляемый, потому что как бы силикон, он, ну, наверное, не то, наверное, я не знаю, ну, наверное, всплывает, по крайней мере. Вдохновил меня на нее, конечно, капитан Морган, потому что вот я увидела его и поняла, что если я нарисую соски, то победа будет наша. Я просто тоже был покорен русалкой, или кто это был? Русалка. Русалка. Вот, я хотел переметнуться, но... Вот. Ну, команду набирали, пока я ел, кстати. И это не шутка в этот раз. Мы как бы начали только строить, в итоге Кекс пошел подхаваться внезапно. Я поел. Он поел, да. Я пришел, и мне говорят, все, вот, Дред мне дал пенопласт, говорит, вставляй. Я вставил парус и больше ничего не делал. Но парус — это моих рук дело. Я предлагал скотчем замотать побольше, вот, но скотча мало было. Корабль противника, если честно, мне понравился больше. У них были великолепные паруса. У нас была хорошая пушка, но она была короткая и толстая. Ну, да. В принципе, он построил просто, получается, туалет на плаву. И это нужно людям. Проблема, блядь, одна единственная, что у нас полностью засранная комната теперь, в которой нам придется убираться. Когда строили корабли, вы там так обосрали все вот это вот. Ксения, вы приехали на стримхату совсем недавно. Как вам? Энесс, она у тебя? Что вы привезли с собой? Хорошо. Еще огромное спасибо за то, что она привезла рок-бенд. И также привезла с собой Настю, которая привезла с собой джаз-дэнс. Они заставили меня привезти рок-бенд и джаз-дэнс. Изначально, конечно, были ставки именно на танцы. Слава богу, никто не убился. Я очень, на самом деле, хотел потанцевать, потестить себя в этом направлении, потому что я, как правило, люблю потанцевать, куда-нибудь в клуб сгонять по выходным. Я на самом деле не хотел, ну, не очень, но в один момент меня подбайтили,
Ну, типа, что-то не хватало человека, сказали, да ладно, ну давай, просто там люди в чате говорят, так где, типа, бухой батя, почему он не танцует? Ну, и я подумал, ну ладно, можно. А там выдался такой танец, что я после него понял, что джаз-дэнс не так плохо. Правда, после этого танцев уже не было, таких же прикольных, ну, где мы построили какого-то коня там, непонятно. Это было реально эпично. Ой, от души вообще. Ярик — это вообще исключительная, на самом деле, тема, потому что он всегда ленится. НС, хули ты разлегся. Наливай, ебать. Лежал на диване вот так вот. Тут на самом деле просто душа на стримхайте. Вот сейчас вот на эта стримхата, она настолько топовая, здесь такая атмосфера теплая, и все хотят что-то делать, все хотят просто разъебывать, поэтому здесь все делают все. Красивые мальчики и девочки танцуют, и еще Санта это делает. Давай выделим это как отдельный номер. Санта вообще бог вечеринки. Я забыл все, кроме выступления Санты. Ну, правда. Я, честно... я вспомнил, да, мы же построили фигуру какую-то. Я только не понял, что это было. Это велосипед был или конь все-таки? Я смотрел только на Санту, на самом деле. Даже когда я строил велосипед, я думал о Санте. Давайте, мальчики, огонь! Хорош! Я лучше всего танцую пьяным. Один танец, бутылка, примерно так было. Что это? Virtus.pro, Саня, рви! Саня, рви! Virtus.pro! Я с удовольствием потанцевал, но тоже люблю потанцевать, только я реально дико устал, мне настолько впадло было это делать, что я только болел. Санта был сегодня просто на высоте, это мой герой. К пятому танцу мои способности возросли. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Что делает этот жесткий? Это Питер, детка! Санта сегодня звезда для всех. Путеводная. Блин, обожаю танцевать. Вот это моя страсть. Я очень люблю музыку и танцевать. Санта, все сделал Санта. Он настолько это искренне делает без комплексов, ему настолько похуй, короче, что он реально, он лучше, он прямо реально, он душой танцует, поэтому весь чат был за него, работяги, вам респект, я тоже искренне болел за него. Я танцую не ради кого-то, не ради зрителей, я танцую ради себя, это самое главное, чтобы то, что ты делаешь, принесло тебе удовольствие, тогда ты это будешь делать прям на всю катушку. Это была историческая хуйня, и то, что сделал Санта, почти сделал Санта, выиграл этот турнир. А для меня он действительно его выиграл. Это было эпично. Это должно войти в историю Твича. Короче, мне очень понравилась атмосфера, потому что джаз-дэнс, на мой взгляд, это один из лучших вариантов создания хорошей атмосферы. Потому что люди, когда танцуют в клубах, в парах, неважно, где угодно, обычно им помогает снять напряжение алкоголь, да, чтобы чувствовать себя хорошо, потому что обычно люди раскрываются таким образом. И танцевать все боятся, потому что ну хрен его знает, что ты там сделаешь. А здесь тебе показывают, что надо делать, и из-за этого даже самые неадекватные, самые адекватные люди, они понимают, что в принципе, ну как бы это сложать тяжело. Треки вообще. Just Dance Так они, конечно, знают. Они знают треки. Девчонки знали треки. Они все знают. Тут нет никакого... Андрей, Да, Маш, ты возбужден. это правда. Достаточно сильно. Почему? Что сегодня у нас был какой-то фантастический день. Сначала был джаз-дэнс, и потом рок-бенд. И тут наша банда, конечно, жарила. Ой, на гитаре что творил, божечки. В конце вокал. Ох, да, я очень сильно возбудился. Это было феерично. Я уверен, что многие люди отрезали себе уши, но здесь это было очень здорово. Always I know you'll be in my soul.
Если честно, у меня истерика до сих пор. Я пересматриваю в комментах ВК все принтскрины из трансляции, где столько разнообразных лиц Ярика, что, ну, не может один человек изобразить, ну, вот, столько разных говноэмоций. Тихо, тихо, нормально, нормально. Давай, давай, держись, держись. Красненькую просто забыл. Блять, ёбаный рот. Рок-бенд я вообще хотел. То есть, как бы, когда Ксюша сказала, что будет рок-бенд, я сразу сказал, о, я буду там жарить. Оказалось, что сложнее, чем я думал. Нужен определенный опыт. Это мы, ну, многие первый раз вообще сели за все это. То есть, не так все просто, как думалось. Но когда немножко там как-то научился, уже стало прикольно, действительно. Я не знаю, с рок-бенда я просто проорал. Особенно с Лысого на барабанах, это просто... Я в один момент, я такого просто поймал этого, не знаю, смеха панораму какую-то. Я сидел и ржал, я не мог остановиться, когда Лысый, он долбил по всем барабанам, не мог никуда попасть. А самое главное, у него там желтое все время загорается, он по синей бьет, и такой типа, да что за фигня, и начинает уже с двух палок по ней долбить. Я просто вот делал это энергично, а значит, возможно, это выглядело забавно. Что за песню там написали? Лысый! Лучшие барабаны! Огчан! Рок-н-ролл! Лысый на барабанах. Это лучшее, что случалось с интернетом. Терпеть не могу ни барабан, ни гитара. Потому что ты как бы играешь, и у тебя пальцы, они не понимают, куда им жать. И идет вот эта полосочка, особенно на барабанах, если педалька. Ты, сука, не можешь ее нажать, потому что у тебя руки-то работают, как мозг может еще и педальку нажать. Ты руками долбишь и бесит. Вообще вот, прям не мое, не мое. Вот орать в микрофон. I just wanna tell you how. Что сегодня было? Богемская рапсодия. Мама. Там надо было кричать во весь голос. Мама! Идеально. Идеально. Как тянет. Не-не, немного не взял вот эту вот. Мама. Может, свадьбу так вести дело? Вам слово. Вокальный талант Кекса невероятен. Мне очень жаль, что он не исполнил песню System of a Down Spiders, потому что вот In my head, вот это у него лучше всего получалось. Самые-самые классные певцы, которые существовали в мире, они переселились в Кеку. Только их немножко перекрутило и перевернуло, они потеряли голос полностью, да, но также харизма осталась. Мне кажется, получился бы отличный дуэт. Кека поет, Санта на подтанцовке. Вот. Людям нужно смеяться над убогими, поэтому они специально. Сегодняшний день был настолько крут, настолько со сорванной башней мы сегодня делали все, что мы стали вторыми по миру в Твиче. То есть мы обогнали очень много популярных стримеров вот такой вот нашей СНГшной коллаборации, что на самом деле достаточно удивительно. Возможно, нам где-то повезло, но это показатель того, что мы все-таки сегодня делали очень крутой контент, которого от нас не ожидали. Недолго музыка играла. И недолго пел. И танцевал. Сегодня в чате написал Резоль, такое шуточное, мол, возьмите на стримхату. Чатик поддержал. Я сначала подумал, ну, типа, нас и так много, мол, это все, наверное, он шутит. Вот. Но потом оказалось, что он не шутит, и в итоге он завтра прилетит со своей девушкой. В 3 утра, не спав, ты едешь в аэропорт, садишься на самолет, летишь в Минск. В Минске ждешь часик, летишь в Москву. Потом еще 1,5 часика ты едешь на такси до этого поселка, где мы находимся. И вот здесь где-то в часов 12 я прибыл. Максимально получать удовольствие от общения с людьми, с моими друзьями и ну, просто веселиться. Меня удивил Кейк, правильно? Своими вокальными способностями. Мне очень понравилось его пение. I just gonna let you down. Рик-н-ролл, и поехали.
Веду сегодня церемонию вручения премии от АКС и стримхаты «А ты хорош», премия для стримеров. Вот, у нас красная дорожка. Дети на стримхате все нарядились, обрадовались. Вообще, где он, Сереженька? Вот он. Я памятник себе воздвиг нерукотворский. К нему зарастет народная память. А сейчас полным ходом идет подготовка, обсуждается сценарий, номинанты. Все ли успели проплатить свою номинацию? Шутка. На самом деле эта премия заявляется как самая необъективная. Вот такое у меня будет рабочее место. И всю красоту не видно будет, все мои тапочки прекрасные. Я же старалась, наряжалась, готовилась. Да, вообще. Богиня. Витяй! Граф сущее зло. Я Александр П. Меня прозвали именно так. Вот. Я сам себя в зеркало не видел, но говорят, неплохо. Кажется, я до сих пор бухой. Опа. Ну какая-нибудь. Батя. Меня назвали геем из «Что, где, когда». Мне не очень понравилось. Ты как будто бы этот, ведущий КВН. Масляков? Как Масляков, да. А где КВНчик у нас? А Игорь такое ощущение, что свой принес костюм. Да, я в нем хороший, я знаю. Панно на задний фон нашей премии. Это зал с нашими номинантами со всеми. Да. Они ждут вручений, ждут вручений. Это те, кто хотел приехать, но просто у них... Да, мы обещали, что на стримхату приедут все. Они приехали. Ты сидишь в смокинге, который на 2 размера больше, чем ты. Уложенный еще и человеком, который с тобой ведет. Ты точно знаешь, что она не профессионалка, значит, будет отвратительно. А потом тебя просто отталкивают. Скажите пару слов. Все, уйдите все отсюда. Это мой звездный час, иди. Нет, ты останься. Я останусь. Официально заявляю, я никогда в жизни, я уже отписался от канала, я вот буквально сделал через минуту после эфира, не зайду на канал Миссис Марпл. Все. Ну, короче, да, Машенька просто супер. С ней работать просто охеренно. Танец орла-победителя. Зовите меня граф сущее зло. Шедеврально. Я первый раз на премии такого высокого уровня. Круто было. Ну, прям шико. Ну, почувствовал себя как на Оскаре. Вот. Круто, круто, круто. Ну, великолепно. Просто круто. Это то, что надо. Именно такие эмоции ты хочешь испытать под конец года. Спонсировал эту премию, как бы все купил место в жюри. Вот, все отдали, все классно, так что никому не обязан ничего. Ну, кто еще может быть победителем? Конечно же, Вилат. Вилату премия не будет доставлена, пускай приезжает сам. Друзья, прежде всего я хотел бы сказать, что это для меня огромная честь и удивление, искреннее удивление, что был номинирован я, мной же. У меня было небольшое подозрение, кто победит. На Дреда никто не ставил, кроме него. Лучший стример Dota 2 по версии стримхаты Дреда и самого Дреда Андрей Дред ТВ Голубев. Эмоции, пережитые там, это все настоящее. Это все настоящее. Боже мой! Браво! И приз, который я получил, самый ценный. Сосите хуй. Браво, Андрей. Тут даже без слов и маленькие аплодисменты. Переходим на другие активности, в общем-то. Дальше у нас... Очень весело, на самом деле было очень весело. Я чуть-чуть даже смешинку подавил. Акс, ребята, вы молодцы.
Дальше какой план? Сейчас я меняю образ, так вот, типа, делаю так вот, и становлюсь химиком. Хорошо. Охренеть. Я не знал, что получится. Блять. Первый раз это было как этот такой природный порыв. Сейчас как замутим что-то, мы там творили какую-то адовую дичь. В этот раз мы решили чуть более серьезно подготовиться, то есть мы реально взяли не из какого-то магазина первого попавшегося опыта, а конкретные, ну, типа, как бы химические ингредиенты, все это там, изучили, как это все должно работать. Там в донате написали, что можно умереть от этого, но будем надеяться, что все будет хорошо. Я видел переделку, где я капаю, типа, капельки, ну, там, не помню чего, типа, в пробирку, и типа я говорю, сейчас смотри, Андрей, 1, 2, 3. С этого я просто проорал. На этом все. Все было сделано. Я пошел бухать. До свидания. Дорогие работяги. Блять, снег еще идет охуенно. Начинаем. 1, 2, 3. Дорогие работяги. Всем пока, ребят. С наступающим Новым годом. Пока! Пока! Всем пока! Спасибо большое. Спасибо, всем. что смотрели. Пока-пока. Алло, привет. Это была моя первая вообще стрим-хата, на которой я поучаствовал. Просто вроде гей-хата, в принципе. Здесь атмосфера позволяет тебе прям максимально расслабиться. Меня постоянно в чате сейчас спрашивают, типа, а что вот за кадром творится, да, какое ощущение, не душат ли там, да, нет ли какого-то дискомфорта для кого-то. И я на самом деле не очень понимаю, как он может быть, но он настолько хорошо, даже вне камеры даже еще лучше, в разы. К сожалению, это невозможно показать, но тот чил, который творится, то общение, которое происходит за вот эти там 2 дня, я узнал, насколько много прочитал. Ну, мы просто там на разные темы перескакивали. Ну, я не знаю, я не особо такой прям начитанный. И мы пообщались на литературные темы, все остальные там вокруг молчат, что-то вообще не вдупляют, о чем мы несем. Мы обсуждали разных писателей. Так и не вспомнить, мы обсуждали точно Кинга, Сапковского. И это так круто, когда ты людей видишь совершенно с другой стороны, потому что обычно ты смотришь на киберспортсменов, только формата, ты его спрашиваешь за какие-то темы, за команды, возможно, за какое-то выступление, что думаешь вот об этом, но у вас не удается нормально так прикаснуть нормально, да, то есть ощутить друг друга в клоуз-дистанции и поделиться какими-то моментами, которые не связаны совершенно с, соответственно, киберспортом, и это круто, это по-настоящему ценно, так что да, Нуныч One Love. Я в последнее время стараюсь со многими общаться, то есть находить, пытаться общий язык, пока получается. Хорошо. Самое крутое на стримхате это был пьяный батя, потому что мне теперь придется целый фотоальбом из скринов со стрима собрать. Когда у меня будет грустный, одинокий день, будет на улице идти дождь, я открою этот альбом и буду с умиленной улыбкой сидеть и вспоминать, как батя разваливал на этой стримхате. Бухой батя играет на кладбище, бухой батя играет типа на сцене, бухой батя колбасится на диване. Ну, в общем, бухой батя нормально так заехал на хату. Если честно, когда я сюда приехала, я дико переживала, потому что я не знала, что здесь будет. Я не стример, я не дотер, я, доктор. Честно, думала изначально, что, наверное, будет какая-то задротская группа людей сидеть, играть в доту круглосуточно. Оказалось, все не так. Достаточно все проходило активно. Дофига каких-то интереснейших интеграций. Мне подарили коврик. Я так понял, это в коридоре постелить. Ребята, может быть, Google Мужик не смог передать все ваши просьбы, пожелания.
и все остальное, шутки, упреки. Но я чувствовал каждый из них. Спасибо большое всем, с наступающим Новым годом. Или с прошедшим уже, если как бы. Напоследок хочу сказать то, что действительно мне это мероприятие очень сильно понравилось, и, скорее всего, я буду присутствовать еще на других стримхатах, и, возможно, я буду еще спасать последующие стримхаты. Очень здесь классно и лампово, и ну, трогательно, особенно вот многие моменты с подарками там и так далее. Спустя много лет я буду вспоминать именно эти дни. Я серьезно сейчас. Да. Спасибо, что позвали. Было реально круто. А еще Санта подарил мне лазерный меч Кайла Рена. Спасибо. Все, уебывай. Разгоняй, заебался. Да вы заебали уже, дайте пиво попить и кальян покурить, свои интервью. Юлечка стала сердцем стримхата. В отличие от прошлых стримхата, это была у нас по таймингам как-то разбито. У нас были запланированы активности, мы собрались, обсудили все немного, и на удивление все пошло по плану. Понятно, что, понятно, всегда можно лучше, там, больше, круче, но из того, что мы делали, по крайней мере, из 3, это, на мой взгляд, лучшее. Я реально здесь провел время прям с удовольствием. Устал, конечно, уже по 4-й день, потому что все-таки очень много всего делается, постоянно там спишь довольно мало и так далее, но все равно реально кайфово. Я считаю, что эта стримхата была значительно лучше, чем прошлая, что есть хороший рост. Спасибо, что смотрели нас в 2018 году. Увидимся в 2019. Но вообще, Маш, спасибо большое за этот годный контент. Я с радостью посмотрю это в интернете. И вам тоже рекомендую, ребят, подписаться на этот канал, потому что Подписывайтесь на Миссис Марпл, комментируйте, ставьте лайки, ведь там столько годного контента, сколько вы, за всю свою жизнь не видели. А сколько еще будет? А сколько еще будет? Ну что, друзья, надеюсь, вам понравился этот выпуск. Кстати, его мы снова сделали без какой-либо рекламы и даже выключили встроенную рекламу YouTube. Поэтому, если вы вдруг захотите нас поблагодарить, ссылочка внизу, вы знаете, что делать. Ну и немного к новостям. У нас действительно есть для вас важные новости. Дело в том, что в этом году Миссис Марпл станет выходить немного реже. На самом деле это неплохая новость. Выпуски будут больше, они будут гораздо интереснее, они будут масштабные. Мы будем прилагать огромное количество усилий, чтобы они нравились вам все больше и больше, поэтому на них будет затрачиваться гораздо больше времени. Во-вторых, в этом году я собираюсь прокачать себя в тех областях знаний, в которых я была, мягко говоря, не очень сильна. Это, собственно, Dota и английский язык. С Нового года я углубляюсь в изучение и того, и другого, поэтому времени у меня, соответственно, станет тоже меньше. В-третьих, мы наконец-то появились на Твиче, и там мы будем видеться с вами очень часто. Там мы будем стримить доту и показывать, как нелепо и старательно мы учимся. Там будет вообще много разного и IRL-контента, и игрового контента, поэтому подписывайтесь на наш Twitch-канал, ссылка также будет под этим видео. В любом случае, контента будет много, он будет на разных платформах, но мы всегда будем вместе с вами. Подписывайтесь везде, где только можете, оставайтесь с нами.